Всем привет! Сегодня я покажу маленький обзор кистей Daily Round. И начну с круглой синтетической кисти номер 10 серии Aquafine. Вот посмотрите, какие линии ей получаются. Сейчас возьму поменьше воды, побольше краски. За счет тонкого кончика ей можно рисовать как и очень мелкие, так и крупные объекты. Вторая кисть это колонок, длинная, называется либо лайнер, либо линер, либо шлепер, серии Georgian. Ей я рисую мачты на яхтах, фонарные столбы, очень хорошо рисовать провода. То есть вы варьируете количество воды на кисти. Если вам нужна очень тоненькая линия с разрывами, то воды берете поменьше. Если сплошная вам нужна линия, то воды, соответственно, побольше. Итак, следующая кисть это веерная кисть серии Aquafine номер 2. Ей можно изображать траву, либо делать набрызги. Сейчас я продемонстрирую, как это делается. Получается мелкая-мелкая такая россыпь. Итак, следующая кисть это тоже круглая, но колонок номер 8 серии Aquafine с очень тонким кончиком, длинная. И также можно рисовать все, что хотите, от мелких предметов до крупных. Но, конечно, заливки ей рисовать довольно сложно, потому что она мелковата для заливок. Также у меня имеется еще два круглых колонка. Это шестерка и четверка. Ими я рисую, например, людей, фигуры людей. Также у меня имеется синтетическая кисть, круглая, тоненькая двоечка, четверочка. Я ее использую для мелких деталей. Кончик у меня уже немного затупился, но это мне на руку. Например, я рисую ей заборы, какие-то полосочки, столбики. Получается довольно живо. Вот они, мои кисти. Так, теперь я вам покажу, как я с помощью круглой синтетической кисти рисую воду. Я делаю заливку круглой кистью, тоже у меня Daily Round, натуральной. Потом беру как раз круглую синтетическую Daily Round Aquafine, у меня номер 10. Беру мало воды на кисти. Вытираю лишнюю влагу салфеткой либо полотенцем и делаю такие темные полосы, тень от волн. За счет того, что кисть синтетическая, она держит в себе меньше воды, но больше пигмента. И это позволяет нашим теням от волн не растекаться. Также отжатой кистью я выберу немного верхнюю часть волны, выберу лишний пигмент, чтобы лучше читалась светотень. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Спасибо за внимание!